Когда бедный владелец собаки Джон Уокер обнаруживает, что его беременная собака обвелась вокруг огромной змеи, он впадает в панику. Но то, что происходит дальше, просто невероятно. С каждым мгновением Джон видел, как бедная Белла борется с мускулистой рептилией. Ему нужно было что-то предпринять, но что? Он знал, что не может вмешиваться слишком сильно, опасаясь, что собака еще больше пострадает. Отчаянно осматривая свой двор в поисках чего-нибудь, что могло бы ему помочь, он чувствовал, как бешено колотится сердце в груди. От его действий могла зависеть жизнь и смерть. Было ясное летнее утро, когда Джон Уокер решил выпить чашечку кофе на крыльце своего загородного дома. Солнце только начинало всходить, окрашивая в золотистый цвет аккуратно подстриженный газон и яркие цветочные клумбы. Птицы весело щебетали, а легкий ветерок шелестел листьями дубов, растущих в саду. Беременная собака Джона Белла, красивый темный лабрадор, играла в саду, обнюхивая цветущие розы и гоняясь за бабочками. Джон с улыбкой наблюдал за Беллой, испытывая глубокое умиротворение. Белла прожила с ним много лет, и их связь была нерушимой. Она ожидала появления первого помета щенков, а Джон с нетерпением ждал пополнения в своей семье. Все казалось идеальным, пока он не услышал странный шелестящий звук, доносившийся из дальнего конца сада. Джон нахмурился, отставил чашку с кофе и встал, напрягая слух. Звук был необычным, смесь шелеста листьев и чего-то тяжелого, пробирающегося сквозь подлесок. Он медленно направился к источнику шума, его сердце тревожно забилось. Когда он завернул за угол сада, его глаза расширились от ужаса. Он с трудом мог поверить в то, что увидел. Там, обвившись вокруг Беллы, был огромный питон. Мускулистое тело змеи плотно обхватило живот Беллы, и ее мощные кольца сжимали ее тело, перекрыли подачу воздуха. Глаза Беллы расширились от ужаса, и она слабо сопротивлялась, не в силах высвободиться из смертельной хватки змеи. Джон застыл. Что он должен был сделать? Никогда, даже в самом смелом своем воображении, он не думал, что когда-нибудь столкнется с подобной ситуацией. Закричал Джон срывающимся от паники голосом. Он бросился вперед, лихорадочно соображая. Он должен был спасти ее, но как? Питон был огромен, не менее 12 футов в длину, и его сила была ужасающей. Джон никогда раньше не сталкивался со змеями такого размера, и его охватил страх. В памяти всплыли все сериалы о змеях и рептилиях, которые он смотрел. Он знал не так уж много, но знал, что хватка у питона безумно сильная. Ведь он никак не мог ей помочь, не так ли? Но его любовь к Белле пересилила страх. Джон схватил лежавшие поблизости грабли, единственный инструмент, который был под рукой, и осторожно приблизился к змее. Он знал, что прямое нападение на змею может спровоцировать ее на то, чтобы усилить хватку на Белле. Он должен был действовать стратегически. Он осторожно ткнул граблями в тело змеи, пытаясь отодрать ее, не вызывая у нее паники. Змея зашипела, высунув раздвоенный язык, и повернула голову к Джону. Его глаза были холодными и немигающими, и Джон почувствовал, как у него по спине пробежали мурашки. «Отпусти ее!» — закричал Джон, в его голосе смешались отчаяние и гнев. Он сильнее надавил граблями, умудрившись втиснуть их между змеиными кольцами и телом Беллы. Змея усилила хватку, и Белла издала болезненный стон. Сердце Джона сжалось от этого звука. Он должен был найти другой способ. Бросив грабли, Джон опустился на колени рядом с Беллой и змеей, его руки дрожали. Он попытался осторожно потянуть змею за хвост, надеясь отцепить его от тела Беллы. Питон был невероятно силен, а его чешуя была гладкой и скользкой. Это было все равно, что пытаться разорвать толстую, мускулистую веревку. Рука Джона соскользнула, но хватка змеи не ослабла. Он вытащил телефон и набрал 911. Его рука дрожала так сильно, что он чуть не выронил его. 911, что у вас случилось? Спокойный голос оператора ответил:
моя собака». Джон ахнул. «Питон душит мою собаку в моем саду. Пожалуйста, срочно пришлите помощь». «Сэр, сохраняйте спокойствие», — ответил оператор. «Мы направляем к вам службы контроля за животными и экстренной помощи. Постарайтесь, чтобы змея не вцепилась в вас еще сильнее». Джон поблагодарил оператора и повесил трубку, сердце его бешено колотилось в груди. Он вернулся к Белле, лихорадочно пытаясь найти решение. Он заметил большое ведро рядом с садовым шлангом, и ему в голову пришла идея. Подбежав к нему, он наполнил ведро водой, надеясь, что, окатив змею, она ослабит хватку. Он подбежал к Белле и вылил на змею воду. Холодная вода, казалось, удивила ее, и на мгновение она чуть ослабила хватку. Воспользовавшись случаем, Джон снова схватил змею за хвост и потянул изо всех сил. Джон увидел, что Белла смогла перевести дух. Это вселило в него некоторую надежду. Ему просто нужно было продолжать в том же духе, пока не прибудет официальная помощь. Мышцы Джона горели от напряжения, а по лицу струился пот. Он видел страх и боль в глазах Беллы, и это заставляло его давить сильнее. Он знал, что не может сдаться. Жизнь Беллы зависела от него. Как только Джон начал терять надежду, он услышал вдалеке вой сирен. Его охватило облегчение. Помощь была уже в пути, но он не мог дождаться ее прибытия. Он должен был продолжать попытки. Джон огляделся в поисках чего-нибудь еще, что могло бы ему пригодиться. Он заметил крепкую ветку, лежащую на земле, и схватил ее. Используя ветку как рычаг, он просунул его под змеиные кольца и надавил изо всех сил. Змея зашипела и забилась, ее хватка слегка ослабла. «Ну давай же, ну давай же», — пробормотал Джон сквозь стиснутые зубы. Он надавил сильнее, его руки дрожали от напряжения. Змеиные кольца ослабли ровно настолько, чтобы Белла смогла сделать еще один судорожный вдох. Она все еще была в ловушке, но, по крайней мере, могла дышать. Джон все еще пытался понять, как змея может быть такой сильной. Он был взрослым мужчиной, который каждый день ходил в спортзал. Это был очень унизительный опыт. Наконец, прибыли сотрудники службы контроля за животными, которые ворвались в сад со снаряжением в руках. «Сэр, отойдите», — приказал один из них, и Джон неохотно отошел, его сердце колотилось от страха и надежды. Полицейские работали быстро и эффективно. С помощью крючка для змей они осторожно оторвали голову питона от Беллы и начали разматывать его мощные кольца. Это был деликатный процесс, поскольку они должны были убедиться, что змея не запаникует и не усилит хватку. Однако они работали с точностью, явно имея опыт работы в подобных ситуациях. В отличие от бедного старины Джона, Белла, все в порядке. «Теперь ты в безопасности», — прошептал он, нежно поглаживая ее по голове. Белла смотрела на него благодарными глазами, слабо виляя хвостом. Джон не мог не восхищаться тем, какой храброй она была, такой милой после всего, что ей пришлось пережить. Пока Джон был сосредоточен на Белле, сотрудники службы контроля за животными осторожно поймали питона. Они не хотели причинять вред змее, поскольку она просто действовала по своим естественным инстинктам. Сотрудники поместили змею в большой безопасный контейнер, чтобы она не смогла сбежать. «Мы перевезем питона в более подходящее место обитания», — один из полицейских объяснил Джону, что находиться в пригородной зоне небезопасно. Джон кивнул, благодарный за помощь. «Спасибо. Я оценю, что ты спас Беллу и позаботился о змее». «Это наша работа», — с улыбкой ответил офицер. «Мы позаботимся о том, чтобы змею выпустили в дикую природу, где ей самое место, и вот так они уехали, забрав с собой невероятно сильную рептилию». Когда питон оказался в безопасности, Джон понял, что ему нужно немедленно отвезти Беллу к ветеринару. Она пережила тяжелую травму, и ему нужно было убедиться, что с ней и ее щенками все в порядке. Он понятия не имел, как она все еще дышит и виляет хвостом, но жаловаться не собирался. На долю секунды он обрадовался, что с ней все в порядке, а затем начал действовать,
чтобы обеспечить ей уход, в котором она так отчаянно нуждалась. Он осторожно посадил Беллу в свою машину и помчался в ближайшую ветеринарную клинику. Поездка показалась мучительно долгой, но Джон продолжал разговаривать с Беллой, заверяя ее, что все будет в порядке. «Держись, девочка, мы почти на месте», — сказал он полным решимости голосом. Когда они подъехали к клинике, Джон ворвался внутрь, неся Беллу на руках. Ветеринар, доктор Эмили Харт, немедленно приступила к работе. «Что случилось?» — спросила она, широко раскрыв глаза от беспокойства. «В саду на нее напал питон», — задыхаясь, объяснил Джон. «Она беременна, и, я думаю, у нее шок». Доктор Харт кивнула и быстро осмотрела Беллу. «Нам нужно стабилизировать ее состояние и проверить, как там щенки. Давайте положим ее на стол». Джон с тревогой наблюдал, как ветеринар и ее ассистенты обрабатывают Беллу. Они ввели ей жидкости для регидратации и проверили показатели жизнедеятельности. Доктор Харт с помощью ультразвука наблюдал за щенками, чтобы убедиться, что все они здоровы. Следующие несколько часов прошли в суматохе активности и беспокойства. Джон мерил шагами комнату ожидания, его одолевали страхи и сомнения. Ему была невыносима мысль о том, что он может потерять Беллу или ее щенков. Он молча молился, надеясь, что с ними все будет в порядке. Вспоминая свое утро, он с трудом мог поверить, что у него был такой день. Поверят ли ему люди, когда он расскажет им, что произошло? Все это было похоже на лихорадочный сон. Минуты, пока Джон ждал, казались часами. Каждый ужасный сценарий проносился у него в голове, прежде чем он успевал его остановить. Он мерил шагами приемную, почти создавая траншею, по которой снова и снова переставлял шаги. Наконец, доктор Харт вышел из смотровой комнаты с ободряющей улыбкой. «С Беллой все будет в порядке. Она немного потрясена, но серьезных травм нет. Щенки здоровы и, похоже, не пострадали от этого испытания». Джона охватило облегчение, и он почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы благодарности. Это было настоящее чудо. Белла была солдатом. Кто еще мог пройти через такое испытание и остаться в живых? Почувствовав прилив благодарности к доктору, он не смог удержаться и громко поблагодарил ее. «Спасибо вам, доктор Харт. Я не знаю, что бы я делал, если бы потерял ее. Вы проделали огромную работу, быстро доставив ее сюда», — ответила доктор Харт. «Она сильная девочка и, немного отдохнув, быстро придет в себя». В тот вечер Джон привез Беллу домой, испытывая чувство глубокой благодарности и облегчения. Он устроил ее в уютном уголке гостиной, окруженная одеялами и любимыми игрушками. Белла смотрела на него доверчивыми глазами, ее хвост мягко постукивал по полу. Джон сидел рядом с ней, поглаживая ее шерстку и размышляя о событиях прошедшего дня. Он не мог поверить, что был так близок к тому, чтобы потерять ее. Образ питона, обвившегося вокруг Беллы, его мощные кольца, угрожающие лишить ее жизни, запечатлелись в его сознании. Каждый раз, когда он закрывал глаза, это было все, что он мог видеть. Он чувствовал себя таким беспомощным, и это произошло в мгновение ока. Он также подумал о питоне и о решении спасти его. Было бы легко сосредоточиться исключительно на Белле и не обращать внимания на змею, но Джон верил в важность сострадания ко всем живым существам. Питон просто следовал своим инстинктам и заслуживал того, чтобы жить в своей естественной среде обитания, вдали от опасностей пригорода. В течение следующих нескольких недель Белла быстро оправлялась от пережитого. К ней вернулись силы и энергичность, и Джон внимательно следил за ней. Связь между ними стала еще крепче, выкованная в горниле их общей борьбы. Однажды вечером, когда Джон читал в гостиной, он заметил, что Белла ведет себя беспокойно. Она ходила взад-вперед и казалась взволнованной. Сердце Джона замерло. Он знал о признаках. Белла вот-вот должна была родить.
Он быстро подготовил для нее удобное гнездышко, снабдив его мягкими одеялами и лампой для обогрева. Белла устроилась в гнезде, а Джон остался рядом с ней, готовый помочь в случае необходимости. В комнате царила атмосфера предвкушения и возбуждения. Шли часы, и один за другим на свет появлялись щенки. Белла справлялась с процессом родов грациозно и инстинктивно, а Джон восхищался чудом жизни, разворачивающимся у него на глазах. К тому времени, когда появился последний щенок, Белла родила 6 здоровых, извивающихся комочков радости. Сердце Джона наполнилось гордостью и любовью, когда он увидел, как Белла прижимается к новорожденным, а ее глаза наполняются материнской нежностью. Щенки извивались и сосали грудь, их крошечные тельца были в тепле и безопасности под пристальным взглядом Беллы. В последующие дни Джон заботился о Белле и ее щенках с неизменной преданностью своему делу. Он следил за тем, чтобы у Беллы было достаточно питательной пищи и воды, а также поддерживал чистоту и уют в помещении для щенков. Дом был наполнен тихими довольными звуками, писком щенков и нежным успокаивающим мурлыканьем Беллы. Новость о чудесном спасении Беллы и рождении ее щенка быстро распространилась по округе. Друзья и соседи заглянули, чтобы поздравить и посмотреть на очаровательных новоприбывших. Джон был тронут проявлениями поддержки и любви со стороны своего сообщества. Сотрудники службы контроля за животными, которые помогли спасти Беллу, также нанесли визит. Они были рады видеть, что Белла процветает, а щенки здоровы. Они поделились новостями о переезде питона, сообщив Джону, что его выпустили в охраняемый заповедник дикой природы вдали от пригородных домов. Оглядываясь назад на произошедшие события, Джон понял, что этот опыт преподал ему глубокие уроки о сострадании, стойкости и взаимосвязи всех живых существ. Спасение Беллы было актом любви, но это также стало свидетельством прочности их связи и важности защиты и уважения ко всем существам. Он знал, что воспоминание о том судьбоносном утре останется с ним навсегда, как напоминание о невероятной силе решимости, о чудесах, которые могут произойти, когда человек действует с сострадательным сердцем. Какая невероятная история! Как бы вы отреагировали, если бы обнаружили, что ваша собака попала в ловушку такой большой змеи? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели. До следующего раза.